Громкий разговор в Кремле. Окружение Путина внезапно призвало его остановить войну. Прислушается ли к тем, с кем плечом к плечу уже 20 лет? Спецгруппы уже делят, кому что достанется. В НАТО заявляют о подготовке к обмену территориями между Украиной и Россией. На что готовы Киев и Москва? И почему в Вашингтоне уверены, украинцам и россиянам не понравится сделка? ВСУ не смогут выбить россиян из Украины, а войска РФ не смогут удержать новые территории. Кто уже все решил? Алиев во время разговора с Зеленским обвинил Москву в ударах по объектам Азербайджана в Украине. Готовится ответ Кремлю. В Баку могут взяться за оружие. О чем речь? Международный скандал. Украина обвиняет премьера Словакии в оскорблении украинского народа. Резкий ответ Фица о свободе слова. Удар по Чечне. В Узбекистане начинается охота на ведьм, а в ЕС срочное совещание. Реакция Москвы. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями, отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Военного под суд из-за зубов. Бывшего командующего литовской армии Вальдемараса Рупшиса обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В один из судов Вильнюса передано дело, в котором сказано, что генерал, возможно, незаконно установил себе зубные импланты. По версии следствия, будучи командующим армией, Рупшис сделал себе зубы и заплатил за медуслуги около 4000 евро. Однако не из своего кармана, а из армейского бюджета. Сам Рупшис объяснил, что в 2022 году во время визита к военнослужащим получил травму, а значит травму по сути производственную. Как объяснял тогда Рупшис, в 2022 году во время посещения военнослужащих он получил одонтологическую травму. Событие было признано связанным с исполнением служебных обязанностей и, соответственно, лечение оплачено из средств системы национальной обороны. Нынешний командующий армией Раймундас Вейкшнорас назвал это дело репутационным кризисом для армии. И пока одни считают деньги за зубы, другие выставляют зубы дракона на восточном фланге НАТО. Страны Балтии продолжают подготовку к возможному наступлению России. Кроме усиления обороны, Литва, Латвия и Эстония уже активно информируют население, как действовать в случае экстренной ситуации. В частности, продолжается разработка плана по массовой эвакуации. Еще в июне министры внутренних дел 3 стран подписали соглашение. Если придется прибегнуть к этой эвакуации, то страны будут обмениваться данными о безопасных маршрутах, пропускных пунктах и возможностях размещения беженцев. Россия бьет ракетами по энергетическому сотрудничеству Украины и Азербайджана. Об этом заявил Зеленский во время разговора с президентом Алиевым. Контакт состоялся накануне. В Киеве называют эти атаки целенаправленными с целью заблокировать энергопути, которые гарантируют Украине и Европе энергетическую независимость. Алиев также открыто и утвердительно заявил, что это Москва бомбит объекты Азербайджана в Украине. В частности, упоминалась нефтебаза компании «Сакар», а также система, которая транспортирует азербайджанский газ в Украину. Из Баку отправили сигнал Кремлю. В ходе телефонного разговора президенты осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании «Сакар» и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере. Уже после этого контакта на страницах азербайджанской прессы появилась информация, которая звучит как ультиматум Путину. Если он продолжит отдавать приказы для ударов по объектам Азербайджана, то Баку возьмется за оружие. Предлагаю послушать. Если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале. Политический скандал из-за африканской мудрости премьера Словакии Фица. В Киеве резко отреагировали на его сравнение Украины с травой, по которой топчутся слоны – США и Россия. В МИД Украины заявили, после более 3 лет большой войны Фица так и не осознал, далее цитата, истинных причин преступного вторжения и опасности, которую несет заигрывание с Россией. Конец цитаты. В украинском МИДе назвали слова Фица легкомыслием, которое оскорбляет память погибших и страдания миллионов украинцев семей и жертвенность тех, кто борется за свободу. Прискорбно, что глава правительства государства, члена Европейского Союза, позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически сражается с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы.
Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии с помощью подобных заявлений. Сам же Фица вновь не смолчал и извиняться не стал. Он посвятил длинный ответ Украине в своих соцсетях. По словам словацкого премьера, ему никто и никогда не закроет рот. Фица уверяет, украинский народ он не оскорблял, а просто высказал свою позицию по российско-украинской войне. Также добавил, что нервозность украинского руководства накануне саммита Трамп-Путин вполне понятна, считает премьер-министр. И заявил, что Киев забыл, что такое свобода слова. Война на Украине деформировала в ЕС свободу выражения мнений. Любое мнение, отличное от обязательного, резко критикуется и осуждается, даже если оно исходит из объективной информации. Я отвергаю такие умышленные искажения основных прав. При всем уважении к украинской дипломатии, я должен подчеркнуть, что право на иное мнение, выражаемое нормальным способом, является основой демократии, а ограничение этого права – началом конца демократии. Срочное совещание в Европе. Любое соглашение между США и Россией о войне в Украине должно включать Киев и Евросоюз, поскольку это вопрос безопасности всей Европы. Так считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В понедельник, 11 августа, Каллас созывает министров иностранных дел Европы для обсуждения дальнейших шагов по Украине. Об этом сообщает Рейтер. Трамп в силах заставить Путина ввести серьезные переговоры при участии Евросоюза и Зеленского, подчеркнула Каллас. В процессе работы над устойчивым и справедливым миром международное право ясно. Все временно оккупированные территории принадлежат Украине. Соглашение не должно становиться трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, Трансатлантического альянса и Европы. В России уже отреагировали на совместное заявление глав стран Евросоюза, которые считают, что переговоры о будущем Украины не могут пройти без Украины, а также заявили, что будут поддерживать Киев не только дипломатически, но и оказывая давление на Россию. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацистской листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева. Взаимоотношения банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон. Каким будет конец войны в Украине – это стратегический вопрос для всей Европы. Такое заявление сделали в Берлине. Канцлер Германии Мерц также уверяет, что Европа не может быть в стороне в то время, как Путин и Трамп сядут за один стол переговоров на Аляске уже через несколько дней. В Германии считают, что Зеленский так или иначе должен присутствовать на этой встрече. Мы интенсивно готовимся к этой встрече на европейском уровне совместно с американским правительством. И мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, что президент Зеленский будет вовлечен в эту встречу. В любом случае, мы не можем принять, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев и украинцев. Я предполагаю, что американское правительство разделяет эту точку зрения. Поэтому осуществляется такая тесная координация. Российская сторона при этом особо не комментирует территориальные вопросы и обмены, а о них точно будет идти речь на Аляске. Вашингтон уверяет, что по итогу ни Киев, ни Москва не останутся довольными. Вице-президент США накануне озвучил план Белого дома. Все просто. Если взять текущую линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попытаемся найти переговорное решение, с которым смогут жить и украинцы, и русские, чтобы они могли жить в относительном мире, чтобы прекратились убийства. Это не сделает никого особенно счастливым. И русские, и украинцы, вероятно, останутся недовольны, но я не думаю, что такие переговоры возможны без лидерства Дональда Трампа. А вот большой сторонник Украины Линдси Грэм, который является автором законопроекта об антироссийских санкциях, о которых Трамп так много говорил, но не воспользовался, заявляет, что если Путин, далее цитата, получит слишком большое вознаграждение, то это откроет путь для Тайваня. Нельзя закончить войну без переговоров. Конец цитаты. Грэм при этом считает, что Трамп добьется хорошей сделки для всех. Он также намекнул, что будущее Украины, вероятно, будет напоминать историю о разделенном Берлине или же историю отношений Северной и Южной Кореи. Кроме того, по словам Грэма, украинцы не смогут освободить свои территории, а россияне не смогут удержать абсолютно новые территории, если решатся идти дальше. Я хочу быть честным с вами. Украина не сможет изгнать всех россиян, а Россия не сможет удержать все. Поэтому в итоге будут какие-то территориальные обмены. Но как должна выглядеть хорошая сделка?
Нужно гарантировать, чтобы 2022 год не повторился. При Байдене и Обаме Россия действовала. Моя цель, чтобы президент Трамп завершил это навсегда. Что это значит? Будут некоторые территориальные обмены, но с гарантиями безопасности для Украины, чтобы Россия не сделала это снова. Нужно четко сказать Путину, что произойдет, если он попытается в третий раз. Санкции до вторжения, которые раздавят его экономику, если он снова это сделает. Сенатор США уверяет, что после сделки Вашингтон должен поставлять Украине оружие для, как он говорит, сдерживания России. Поставки станут своеобразными гарантиями безопасности для Киева. А вот посол США в НАТО даже приоткрыл тайну. Сейчас спецгруппы, технические специалисты уже делят страну. Уитакер уверяет, что эти люди определят, возможен ли обмен территориями и какими именно. Я воспринял слова Зеленского буквально. Крупные районы, за которые не сражались и которые не были заработаны на поле боя, просто так переданы не будут. Но повторюсь, войну нужно завершать, и сделка может спасти тысячи жизней. Встреча на Аляске с одной или обеими сторонами может стать важным шагом, и, думаю, только президент Трамп способен это организовать. Россия не хочет идти на уступки, пишет Вашингтон-Пост, и не собирается возвращать Украине территории Херсонской и Запорожской областей, в частности южные части, которые сейчас находятся под контролем РФ. Кремль не готов вернуть территории в Херсонской и Запорожской областях, где военные успехи России обеспечили Москве ценный сухопутный коридор к оккупированному Крыму. В своем заявлении европейские лидеры подчеркнули, что прекращение огня должно быть предварительным условием для переговоров, а не разменной монетой России. О том, что переговоры мирные нужны Москве, равно как и остановка войны, Путину говорит уже близкое окружение. Завершить боевые действия его призвал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Казак. Он считается ключевой фигурой в команде Путина уже 20 лет. Он обратился к Путину с таким предложением в этом году, уточняет Нью-Йорк Таймс. В материале при этом говорится, что Казак ранее немного потерял влияние, так как раскритиковал действия Путина. Наступление в Украину он называл ошибкой, из-за этого часть его полномочий была передана Сергею Кириенко, который наоборот поддержал Путина. Вероятность, что Путин прислушается, невелика. Его окружение подпитывает жесткий курс по Украине. Но позиция Казака отражает недовольство части московской элиты нежеланием Кремля идти на компромиссы и растущим влиянием силовиков. Он – единственный из близких к Путину высокопоставленных чиновников, кто, как известно, открыто выражает несогласие с войной, хотя публично этого не заявлял. Казак родом из Украины, служил в советском спецназе, работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. Друзья, вице-президент США Венс говорит, что ни украинцы, ни россияне не будут счастливы после того, как будет заключена сделка. Как вам в целом такая формулировка и такой план по завершению войны? Обмен территориями, отказ от территорий и прочее. Поделитесь своей точкой зрения в комментариях. Как всегда, прошу поддержать меня лайком и подпиской на канал. Спасибо большое всем и за ваши слова благодарности, за то, что многие из вас ежедневно со мной. А я продолжаю. Удар по Чечне. 2 ночи подряд регион атакуют беспилотники ВСУ, утверждает глава Чечни Кадыров. Он сообщил о попытках Украины атаковать объекты региона. В своем телеграме он опубликовал видео, на котором видны обломки, предположительно БПЛА. По словам Кадырова, фрагменты 2 дронов нашли на севере республики. По его словам, беспилотники были сбиты силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, написал Кадыров и призвал жителей Чечни сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных летающих объектов сообщать о них. Напомню, что Чечня не в первый раз становится целью беспилотников. В конце прошлого года этот российский регион 4 раза был под прицелом. Тогда даже один из БПЛА атаковал главный корпус Российского университета спецназа. Это гордость Кадырова. СМИ сообщали, что ни один из дронов не был сбит. А сам Кадыров жаловался на нехватку ПВО и просил закрыть небо над республикой. В Узбекистане началась охота на ведьм. Лжецелителей берут в оборот. Министерство здравоохранения бьет тревогу. В стране растет армия самозваных магических лекарей, которые без лицензий и знаний лезут лечить людей по старинке, травами, заговорами и якобы сверхъестественными силами. При этом 150 официально зарегистрированных компаний работают по лицензии в сфере народной медицины. Но рядом с ними все чаще появляются шарлатаны, которые выдают себя за знающих целителей и ведут прием прямо
у себя дома, без разрешений, без квалификации и вне закона. Цель аферистов – доверчивые люди, особенно те, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и ищет натуральное спасение. Только в 2024 году 38 компаний оштрафованы на крупные суммы за меддеятельность без разрешения. В 2025 году уже 24 компании. Власти усиливают контроль, проводят семинары и профилактику. Особенно тревожит, что социальные сети превращаются в платформу для широкой рекламы подобных сомнительных услуг, а их основная аудитория и клиенты – это граждане, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Друзья, что вы думаете о народной медицине и целителях? Верите ли вы в доказательную медицину или в силу некоторых людей? Напишите свое мнение, возможно, расскажите о своем опыте в комментариях под этим видео. Друзья, ну и всем вам здоровья, спасибо вам большое за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!